Криптоэнтузиасты, приветствую вас на канале. Итак, а что это с эфириумом? Ёбана хата поломани двери, что это такое? Что это такое? Биток на месте, эфир дал 4% роста. Я не могу, просто беру утром телефон, смотрю, биток падает там на 108, на 107, думаю, ну опять 25, мурыжа туда-сюда. Просыпаюсь, открываю CryptoBubbles, у меня просто шары по 5 копеек. И я просто офигевший сижу на этом кресле и с ростом эфириума в 4%. Ну это просто трэш. Ну посмотрим. И в принципе смотрю на портфеле, здесь такая зеленая палка. Я думал сейчас так вниз, пойдем туда, а тут зеленая палка. В принципе... Радости хоть полная жопа, но ситуация на рынке не очень хорошая. Смотрим, на портфеле у нас две вершины. Не был ли это пик? Вот в чем вопрос. А если вы знаете ответ, дайте, конечно же, его в комментариях под видео. Итак, для начала огромная благодарность тем людям, которые поддерживают мой канал лайками, подписками, комментариями. Есть люди, которые донатят. Огромнейшая вам благодарность, ибо если бы вас не было бы этого вообще YouTube канала. Вот что. Так что мега респект вам. Я думаю, что мы дождемся того самого To The Moon. И мы видим то, что эфириум потихоньку начинает наверстывать. Давайте посмотрим доминацию эфириума. Смотрим. Здесь у нас доминация эфириума показывает 9%. Альткоины 27%, доминация битка 62%. Есть некоторые сигналы не очень негативные, и мы, конечно же, их сегодня рассмотрим. Здесь у нас показывает доминация эфириума 9,7%, а если мы возьмем поточнее, посмотрим график доминации эфириума, а он у нас где-то здесь есть в закладках. Так, эфириум доминация. То здесь у нас иная ситуация. Хоть и на TradingView показывает 9%, но здесь мы видим 9,84%. У нас здесь был тренд тоже нисходящий. Давайте мы это все посмотрим. Мы уже очень длительный период времени это не смотрели. И здесь у нас был нисходящий тренд. Мы можем это все вот так вот почистить немножко. Здесь был нисходящий тренд, ложный пробой. Ушли выше тренда. Также ушли сюда и пробили этот трендовый нисходящую трендовую линию, скажем так. Потом у нас был ретест и реакция. Пошли вверх. Дальше. Мы с вами неоднократно смотрели то, что у нас есть здесь сопротивление. Доминация эфириума напоминает нам вообще график самого эфириума, особенно относительно биткоина. Ну и также вот здесь вот напоминает сам график самого эфира. И тут у нас есть сопротивление некое. Это у нас февральское сопротивление, где у нас происходили все трэши у эфира. Там у нас были и взломы, и переводы кошельков. Вернее, взломов не было, ложные переводы кошельков было, потому что сейчас хейтеры они напишут: что ты несешь? Что ты несешь? Типа. И в принципе что? И в принципе, у нас здесь были и манипуляция с трамповой монетой, и, конечно же, ложные, ну как ложные, неправильный перевод биржи Bybit, короче говоря, ну полный здесь трэш творился. Сейчас мы как раз сюда уперлись. Сюда вот мы уперлись, и я думаю, что июнь месяц они будут выедать это все дело. Они будут бороться с этим всем делом, короче говоря, будут это все дело восстанавливать. И это как раз ключевая точка. Это ключевая точка, нам нужно ее пробить, и это будет слом нисходящего тренда. Конкретный нисходящий тренд будет здесь сломлен. Мы здесь отрисуем вот такую вот фигуру, вот такую вот. Взять можно малевалку и вот такую вот клюшку мы здесь сможем отрисовать. Вот если мы пробьем, закрепимся в этом вот зеленом блоке, который я отмечал здесь очень давно, то мы можем вот такого вот пинка дать просто-напросто под зад медведям и уйти выше. Вот такой вот у нас пенек здесь. Нам важно пробить вот этот вот блок красный и закрепиться вот этом вот зеленом, чтобы у нас доминация эфириума была в диапазоне 11-12%. И здесь уже будет глобальный слом нисходящего тренда.
Также, криптоэнтузиастики, так как у нас здесь уже формируется разворот, то на данный момент стоит присматриваться, конечно же, к покупкам эфириума и к покупкам альткоинов. Но их нужно будет сбросить. Особо в эйфорию падать не нужно, но сейчас как раз интересный момент, когда идет уже слом тренда, нисходящего по большинству альткоинов и эфириуму. И тут уже как раз то самое место, где нужно начинать потихоньку инвестировать в эти скамовозки. Потому как на них можно будет заработать 2 икса, там еще что-то можно будет заработать. Все это я пишу в закрытом канале. Кому интересно, даю сетапы, welcome to you, можете обратиться в телегу, я вас добавлю. Стоимость, все там есть в описании. Нужно быть рефералом на бирже. Итак, ну что у нас, доминация эфириума, у нас идет все шикарно, но здесь есть один нюанс. У нас лонги. Лонги по эфириуму что-то начинают они потихоньку прикрывать. И здесь есть некое сомнение. Вот, открываем так вот график. Видим то, что здесь идет прикрытие лонгов. Ну, до психологической отметки, которой нужно, от которой нужно будет сильно паниковать, это у нас вот эта вот отметочка зеленая. Ну и конкретный вот блок, если мы его пробьем, то уже пущай все пропало, альтсезона у нас никакого не будет. До психологической отметки еще очень далеко. Здесь они могут, конечно же, вот так вот раскачивать. Могут они вот так вот вверх-вниз, ну посмотрим в принципе. Но лонги прикрывают. Не так быстро, как прикрывали, например, вот ноябрь-декабрь 2024 года, но все равно идет небольшое прикрытие. И вчера буквально вечером на часе было опять же закрытие, смотрите. Вот. Хоп. Мы вот так вот пошли. С 8 часов вечера до утра, вернее не до утра, а до 12:00 мы, в принципе, немножко тут все это дело прикрыли. Будем, конечно, наблюдать. Давайте еще посмотрим лонги битка, чтобы это уже был такой полный комплект важных показаний. Ну, запас хода есть. Особенно по эфириуму запас хода есть. А вот по биткоину здесь уже немножко не того. Биток уже конкретно лонги прикрыли и не растет, а лонги прикрывают. Это не очень хорошо. Ну, надеемся, то, что у нас эта коррекция, которая на данный момент будет происходить по биткоину, это конец мая, начало июня, немножко поправит ситуацию. В принципе, до пика бычьего рынка, это где-то будет сентябрь 2025 года, я думаю, что у нас все должно получиться и состояться. Что у нас по самому эфириуму? Давайте мы посмотрим эфириум. На данный момент эфириум торгуется в отметочке 2758. Пробили мы все-таки некое небольшое локальное сопротивление. И инвестиции. Смотрите, интересный момент. Иксы. 8879 иксов. У инвесторов 2014 года. Имейте в виду. Также сам график эфириума. Давайте мы откроем, посмотрим график эфириума. И мы его с вами рассматривали. Вот этот вот блок красный. Мы в него зашли. И нам нужно пробитие и уйти здесь выше и закреп хотя бы в диапазоне $3000. Вот хотя бы $3000. Сегодня у нас было здесь прикольное пробитие. Мы с вами рассматривали то, что здесь бычий вымпел рисовали. Вот такой вот. Тот, кто смотрит мой канал очень часто, то, конечно же, в курсе дела. И есть у нас здесь пробитие. Пробитие вот так вот у нас. Они здесь это все дело отрисовывали. Здесь есть у нас пробитие. Что-то мне прям тоска на душа полетела. Так. Здесь есть у нас пробитие. Нам нужен здесь закреп для того, чтобы было движение вверх. Многие, конечно же, эфириум, я смотрю там в чате и в нашем чате, некоторые тоже хотели прикупить там в диапазоне, например, 2200, ставили лимитки. Там Санька с Киева тоже говорил, что я буду покупать 2200, 200, например, вот так вот в таких вот диапазонах. Люди хотели вот здесь вот прикупить эфир. Но это всегда вот так вот бывает, когда показывает какой-то инструмент палку, все ожидают потом откат и думают, ну я там закуплюсь. Но зачастую такое не происходит. Не дают они. Ну, не дали, так не дали. Это такое.
Ой, меня что-то... Я не знаю, я так начал болеть. Что такое? Горло болит. Нос заложило. Сустав болит. Ну, просто ходячая боль. Ходячая боль. Ничего, все это мы, конечно же, поправимся, все у нас будет хорошо. Итак, по доходности эфириум на данный момент преобладает рост биткоина. Конечно же, мы хотели увидеть это все движение хотя бы в первом квартале 2025 года, и мы это снимали неоднократно в видео, говорили то, что по истории всегда так было, что первый квартал года очень положительный для эфириума, всегда так было по истории. 24 год, 23 год, 21 год, 20 год, 19, 17 год. Всегда был первый квартал очень хороший для эфириума. И это было бы неплохо, если бы мы увидели, например, рост эфириума январь, февраль, март. И заключительная фаза апрель, май, июнь. Это было бы неплохо. Мы с вами это неоднократно рассуждали, говорили то, что было бы неплохо увидеть. И предполагали то, что будет первый квартал у нас рост. Но мы этого не увидели. Мы увидели только крэш на эфириуме и полностью слив всех альтов. Вот. А чтобы у нас была хорошая доходность на эфириуме, то в принципе, если мы посмотрим декабрь, коррекция у нас бы, примерно состоялась бы там на 2900, да, 2500 пускай бы, да. И движение с этих отметок у нас уже бы, эфир где бы был бы? Вот давайте посмотрим. С самого днища эфир уже дал сколько процентов роста? Там уже примерно получается 100%, да? 100%, да? А чтобы мы пошли, допустим, с отметочки 2800, да, вот скорректировались на 2800 и 100% роста, это смотрите, где бы мы уже были. Мы бы уже были в диапазоне 5600. И представляете, какой бы был бы альт-сезон. Уже пальта неплохо бы себя чувствовала бы. Тренд хороший был бы по альткоинам бы. И можно было бы разгружаться. Притом бы сейчас бы июнь, заключительная фаза. Эфириум, например, там уходит на $7000, да. Вот мы отсюда идем и вот конец мая, 100% роста 5800. В июне еще 100% роста. Эфириум уходит где-то в диапазон там 7-8 тысяч долларов. Все, и было бы шикарно. Но мы видим то, что не дали, конечно. По всей видимости, рынок был залонгован очень сильно. Покупателя не было. Крупный игрок потянул, конечно же, все это дело вверх в декабре, и видно то, что был рынок сильно залонгован, не было покупателя, только был продавец, и они решили встряснуть это все дело. Ну, притом Трамп, он любит это все дело делать. Нам, конечно же, обычным инвесторам это было не очень приятно, а другие люди это хорошие возможности для того, чтобы закупиться ниже, распродаться выше или, допустим, шортануть рынок. Это все было инсайдерская торговля. И тот, кто, конечно же, приближен к этому всему, он конкретно заработал. Такие манипуляции любят, особенно крупные игроки на рынке. Ну, в принципе, что? Давайте мы посмотрим сигналы, какие у нас здесь есть сигналы. На недельке у нас был сигнал на покупку 14 апреля. Как ни крути, как раз на самом донышке. И здесь вот у нас 16 сентября тоже был сигнал на покупку. На недельке шикарно, все у нас индикатор отрабатывает. Есть сигнал на покупку, на продажу нету. Это самое важное. Ну, на дневке это уже так более-менее локально. Тут у нас был на покупку, на продажу, на покупку, на продажу. На покупку сигнала здесь не было. Вот, сигнала на покупку не было. Может этот у нас сигнал появится после какой-то небольшой коррекции. В принципе, вот так вот. И что мы видим? Что мы видим здесь? На данный момент у нас май месяц по биткоину был очень положительный. Апрель тоже был положительный. Июнь еще у нас не начинался. По эфириуму аналогичная ситуация. Только в апреле у нас было небольшое восстановление. Май 50% доходности. Но дальше зачастую июнь идет коррекционный, июль тоже коррекционный, август тоже коррекционный. И многие сейчас в чатах говорят то, что да все, летом будет слив. А может будет по-другому. Мы этого не знаем, конечно же, и может крупный игрок решил всех переиграть. Здесь нету какой-то там цикличности или
Как было так, так оно и будет. Как было раньше, так оно опять тоже будет. Как будет в будущем, так оно было и в прошлом. Сейчас уже здесь такого нету на этом рынке. Все у нас меняется. Крупный игрок путает дорожки. И может быть такое, что даже в июне у нас будет продолжение роста. Посмотрим, понаблюдаем. В принципе, позиции набраны. Там я набрал некоторые альткоины на X2. Некоторые уже отстреляли. Но будем за этим пристально наблюдать. Также давайте с вами посмотрим DXY. Это тоже у нас очень замечательный ориентир, куда будет двигаться рынок глобально. Глобально рынок, конечно же, у нас будет двигаться вверх, потому как DXY показал сильнейшее снижение. На дневке мы видим то, что с текущих, не хотят они сюда вниз, конечно же, сильно давить. И есть здесь реакция от данного блока. Будет ли у нас дальнейшее снижение, мы этого, конечно, тоже не знаем, но локально мы видим то, что здесь у нас есть такой вот медвежий флаг. Открылись они здесь гэпом 28 мая, буквально вчера, здесь гэпом открылись, ничего себе, что-то здесь у них происходило. Но все равно у нас, в принципе, да, гэп у нас есть, у нас, в принципе... Ой, сместили мы это все дело. У нас, в принципе, и так было знатное падение по DXY. Тут уже все-таки небольшое движение осталось, порядка 5%. Если мы даже сюда и не опустимся, нам особо холодно и не жарко не будет от этого всего, потому как глобально мы и так уже очень длительный период времени по DXY падали. И по DXY у нас было падение. DXY у нас зачастую отрабатывает с запозданием. Здесь мы уже падаем, смотрите, и есть некое боковое уже движение. Получается у нас 135 дней. 135 дней. А что у нас по самому биткоину? Давайте посмотрим биток. И тут мы видим то, что у нас на данный момент на Binance уже 275 миллионов пользователей. Довольно-таки неплохо. Кстати, на Binance недавно проводили ланчпул. Кому интересно, ссылка на данную биржу есть в описании под видео. Можете поучаствовать, получить бесплатные монеты. Что нужно для этого? Просто-напросто стейкать или монетку BNB, или стейблкоин USDC, или стейблкоин FDUST. Стейкаете и получаете бесплатные монеты. FDUST. Где он тут где-то в списке? Может, он уже в топе где-то отлетел по капитализации ниже. Но это так не важно особо. Там стейблкоин типа USDC. Добавляете в стейкинг, стейкаете и получаете бесплатные монетки. Что у нас по самому биточку? Что у нас? Биток здесь вырос. На данный момент невооруженным глазом видно то, что здесь делают стагнацию, боковик. Может даже здесь они отрисуют еще хотя бы один бычий флаг, как это было вот здесь и вот здесь вот. Важно, чтобы мы не пробили локальный уровень 103 тысячи долларов, и такой еще более глобальный 97 тысяч долларов. И если мы, в принципе, падали по DXY 136 дней, то на данный момент на дневке мы можем предположить, что у нас биток будет расти тоже примерно 136 дней. У нас на дневке неплохо разгрузили стохастик с 23 мая. Шикарно разгрузили. MACD здесь в боковике тоже разгружается. RSI тоже. И с момента разворота, давайте посмотрим, 136 дней, да, здесь на данный момент мы проросли только 52 дня, 52. И примерно у нас есть еще, где-то примерно такой участок времени для того, чтобы показал биточек у нас рост. 52 дня, это с текущих мы можем померить еще примерно 50 дней. Вот смотрим, так как у нас там было 135 с боковиком, то 80 дней это у нас припадает на 16, даже на 17 августа. На 17 августа будет даже поставлен пик по биткоину. И как раз это все дело у нас совпадает с глобальной метрикой Stock to Flow, которая нам показывает то, что пик бычьего рынка, вот у нас загибающая такая линия, будет на, здесь у нас указывает она примерно на 19 июля или на начало августа. Может быть такое, что мы здесь уже как раз и поставим
пик бычьего рынка. И дальше какое-то боковое движение, отстреляются альткоины, и на этом все. И на этом все. Пик бычьего рынка будет у нас поставлен. Также давайте мы еще посмотрим интересную одну метрику. Мы ее очень долго не рассматривали. Что у нас здесь по альткоинам? По альткоинам снижения у нас здесь нету. Это у нас индекс альтсезона такой себе интересный. У нас здесь снижения нету. Рисуется разворот буквально с 8 мая. И сейчас небольшой импульс у нас образовался здесь. Вот. Было нисходящее движение буквально с декабря 2024 года. Но вот хочется, конечно же, чтобы у нас произошел альтсезон, и этот индекс просто взлетел в отметочку 2 пункта. Вот сюда вот. Отметочку 1,8, 2 пункта. Это было просто шикарно. Я думаю, что здесь все-таки у нас будет та же самая ключевая точка по развороту альты. Вот она. Вот это вот как раз у нас, по всей видимости, здесь и произойдет разворот по альткоинам. Это та же самая ключевая точка. Вот, в принципе, вот так вот. Дальнейшее снижение альткоинов и сюда отпадать я в это не особо хочу верить. Ну, просто это будет скам. Криптоэнтузиасты, это будет просто скам. И все. А что у нас здесь по индексу, индикатору? Индикаторы, конечно же, в основном применяются только для графиков каких-то криптоактивов. Ну, на индексах тоже можно смотреть какой-то шум, так себе, для общего понимания. Здесь есть сигнал на покупку, здесь был на продажу, как ни странно, нужно было продавать все альты в начале января. Также у нас здесь был сигнал на продажу, здесь на покупку. Ну, в принципе, для данного индекса тоже можно применять данный индикатор. Ну и вот у нас движение, это 21 год альтсезон. Вот это вот движение, вот я его ожидаю. Вот это вот альтсезон. Я надеюсь, что у нас здесь тоже аналогичная ситуация будет. Вот эта вот красная линия, мы ее можем отметить зеленой. Наши ожидания должны быть всегда зелеными. И вот это вот будет альтсезон. Вот. Вот этот красный сценарий, я в него не особо верю. Не хочу в него вообще даже верить. Здесь у нас альткоины зажаты в таком вот треугольнике. Этот треугольник берет на свое начало, еще смотрим, с 2017 года. Да? Здесь у нас с 2017 года он берет свое начало. Мы можем взять вот тренд так вот. Ну, этот тренд я ставил, потому как у нас была здесь ключевая такая вот точка. Здесь было касание. И такой вот треугольник. Правда, мы с этого треугольника просто выпали. Мы с него выпали и сейчас болтаемся на днище. Посмотрим, в принципе, за этим всем делом будем пристально наблюдать, следить. Вот так вот. Вот так вот. Ну, выглядит все неплохо. Выглядит все неплохо. Эфир все-таки показывает какое-то телодвижение. Я думаю, что у нас все с вами получится. Мы дождемся того самого движения на альткоинах. Кстати, хочу вам порекомендовать телеграм-канал, очень интересный. Ссылка на данный канал будет в первом комментарии под видео, в закрепленном комментарии. Это, конечно же, не финансовый совет, обычная реклама. Также поддерживаем мой телеграм-канал основной, поддерживаем YouTube. Все ссылки есть в описании под видео. Я думаю, что мы дождемся того самого пика бычьего рынка, той самой кульминации, когда у нас будет альтсезон, и тогда будем не жадничать и фиксировать прибыль. Потому как если те люди, которые жадничают на этом рынке, они останутся на медвежку. А на медвежке будет не сладко. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем пока, до связи и мирного неба.